Кинозис или полное уничтожение. Таково название нового фильма. В самом деле, за прошедшие 2005-2006 годы у нас была возможность, можно даже сказать, привилегия взять интервью у многих людей. Все эти свидетельства и великолепные образы позволяют нам увидеть некоторую общую закономерность. Оглядываясь назад, мы были поражены тем, что нас словно кто-то направлял необычайным и очень точным способом. Мы особенно были тронуты текстом гимна, который вы все очень хорошо знаете из послания филиппийцам. В самом деле, святой Павел, обращаясь к первым христианам, филиппийцам, использовал старое песнопение первоначальной церкви. В этом песнопении есть слово «кинозис», которое выражает идею самоумоления. В нем сказано, что Иисус некоторым образом опустошил самого себя. Слово «кинозис» означает «отказаться от самого себя». Иисус некоторым образом отдал самого себя. Он был Богом, Он пребывал на небесах, но Он сошел на землю, стал человеком и был послушным даже до смерти, смерти на кресте. Но в конце Он вновь вознесся. Бог воскресил Его из мертвых, и вместе с собой Он увлекает каждого из нас и всю вселенную. Это движение Христа посреди нас. Это движение к обращению. И наоборот, дух мира сего очень опасен. Дух мира сего выражается в желании увеличиваться, господствовать, быть более сильным, более великим, подчинять себе того, кто мал. И как следствие наступает катастрофа. В этом причина всех войн, разделения между христианами и всех страданий человечества. Иначе говоря, либо мы выбираем кинозис, то есть путь Христа, либо наступает катастрофа и полное уничтожение. Итак, мы подумали, что подобно тому, как мы перечитываем Слово Божие, также мы можем вновь обратиться к этим образам, которые говорят нам об этом Божьем Слове. Мой худший враг – это уныние. Мы можем спросить себя, какой смысл продолжать? Но все же, вопрос может возникнуть, но ответ будет даваться постепенно. Он будет даваться по мере того, как мы день за днем будем двигаться вперед. Первый фрагмент мы хотели бы посвятить всем молодым людям, и особенно тем, кто на днях вступил в общину Chemin Neuf. История брата Роже похожа на кинозис Иисуса. Будучи пастором в Швейцарии, он приехал в это приметное место, в маленькую деревушку, и там он прислушался к словам одной старой женщины. Она жила в бедности и сказала ему остаться в этой маленькой деревушке Тези. И это погружение, схождение вниз, повседневность монашеской жизни, жизни общины принесло огромные плоды. Когда летом 1940 года стало известно, что немецкие армии вступают на Бельгию, на Францию, я пошел на несколько дней в горы для размышления. И в какой-то момент я сказал себе, нужно немедленно ехать во Францию, но для того надо было найти дом во Франции, где можно жить общинной жизнью. Я уехал во Францию на велосипеде, так я и появился в Тези. Дом стоял закрытым уже многие годы. И тут одна пожилая женщина говорит мне, «Приходите к нам поесть». Я спрашиваю, «У вас ресторанчик?» «Нет, но приходите поесть к нам домой». И вот я ем с нею и с ее дочкой. И за едой они мне говорят, «Оставайтесь здесь, приходите и живите здесь, ведь мы совсем одни».
В этой деревне ничего не было, ни воды, ни телефона, но слова этой женщины затронули меня. Очень часто именно бедные говорят нам что-то важное. Тогда я сказал себе, какой вызов? Чем дольше ты хочешь идти по пути сопричастия Христу и Церкви, тем важнее для тебя не избегать серьезных препятствий, а напротив, погружаться в самое средоточие трудностей. Именно там и протекает жизнь. Жизнь сопричастия, где в центре всего была бы любовь. Живя в Тезе, мы никогда не думали, что будем принимать так много молодежи. Что у нас есть для того, чтобы они начали совершать для себя это открытие, даже если это всего лишь самое начало, за которым последует продолжение. Я думаю, что самое лучшее из того, что у нас есть, это то, должно быть, что приходящая к нам молодежь видит людей, которые на всю свою жизнь приняли решение идти на риск. Жизнь для нас рискованное предприятие, повседневное преодоление трудностей. Она предполагает во мне самом и в моих братьях постоянную внутреннюю борьбу. Мне доставляет радость сказать вам, что самое важное и глубокое переживание в жизни братьев здесь – это общая молитва. И мы желаем, чтобы она была в нашей жизни и утром, и днем, и вечером. Идея кругосветного путешествия – наша давняя мечта. В этой мечте мы попытались полностью довериться в руки Божьи, и мы ощущали Его водительство. Мы были счастливы показать нашим собственным детям мир, который созидается. Что самое удивительное, это то, что когда мы начинали смотреть на мир через очки надежды, мы узнали тысячи необычайных историй из жизни самых разных людей, которых можно назвать созидателем 21 века. Всякий раз поначалу ситуация была проблематичной, и всякий раз мы встречали людей, которые осмеливались сделать что-то, чтобы изменить эту ситуацию. Мы хотим предложить следующий фрагмент супружеским парам, особенно 500 супружеским парам из общины Шеман-Нёв. Когда мы смотрим телевизор или читаем газеты, то увидим, что новости о событиях в мире в основном говорят нам о духе мира сего, о людях, которые хотят властвовать и часто доводят тот или иной народ до состояния нищеты и несчастья. Но оказывается, что семьи также могут быть посланными на служение проповеди Евангелия, и яркий тому пример – это семья Шаризей. Как жить после геноцида, который в 1994 году за 100 дней унес миллион жизней руандцев? Тутси, Хуту и Туа – 3 народности страны жестоко истребляли друг друга. Семья репортера встречает 3 человек. Им удалось спастись от геноцида. Один из них – Тутси, другой – Хуту и третий – Туа. Меня считали сообщником врага, потому что я женился на женщине из народности Тутси.
Жан-Мари был известным модельером. Что вас спасло? Ведь вы стояли около ямы с приставленным к вашему виску ружьем. Когда он уже собирался меня убить, я не знал, буду ли я спасен, но в моем сердце что-то призывало меня возлюбить его и простить. Он спросил меня: «О чем ты думаешь?» Я ответил: «Я думаю о тебе, я желаю тебе мира». Вы сказали этому вашему убийце? Да. Какова была его реакция? Он замолчал. Видя детей, брошенных на улице, Жан-Мари создал приют, чтобы принимать их и жить вместе с ними. Я оставил всякую работу, хотя не знал, смогу ли я прокормить своих детей. Я сказал себе: самое важное сегодня – это не одежда для тела. Я постараюсь отдать свою любовь, чтобы она родилась в сердце другого. Эта модель приютов сегодня распространилась по всей Руанде. Сегодня Жерар, Франсуа, Ксавье и Жан-Мари объединились для того, чтобы вместе проводить встречи примирения по всей стране. Тысячи людей из Хуту, Тутси и Туа из всего региона Больших озер собираются вместе, чтобы вновь поразмышлять над своей историей. Люди могут сесть рядом друг с другом и, обращаясь, проявлять искренность, не надевая маски, высказывать друг другу то, что у них на сердце. Никакое страдание не должно быть недооценено. Каждый должен восприниматься значимым и ценным. Прощение не имеет границ. Меня поражает мужество людей, которые пережили жестокости и которые сожалеют о своих страданиях. Но они не сосредотачиваются только на своих проблемах, они думают о других. Они говорят, что единственный путь – это путь прощения, и они прощают. Ганди прекрасно сказал: «Падающее дерево производит много шума, но когда растет лес, этого никто не слышит». Наша роль в том, чтобы работать со средствами массовой информации, чтобы с их помощью люди увидели, как растет лес. Это самое интересное. Кристиан и Мари-Франс Палье – французы. После очень насыщенной жизни, полной приключений, включая 2 кругосветных путешествия вместе с детьми, они вышли на пенсию и теперь живут в Камбодже. Здесь они собираются создать ассоциацию, которая называется «Ради улыбки детей». Однажды я молился и говорил: «Господи, Ты даровал мне удивительную жизнь, Ты дал мне возможность совершить 2 раза подряд кругосветное путешествие с моими детьми. Итак, я готов Тебе служить. Я только что вышел на пенсию, и я в Твоем распоряжении, чтобы сделать для Тебя что-нибудь ценное». В этот самый момент я очень отчетливо почувствовал, что это осуществилось. Это был один из тех редких моментов, когда у меня была внутренняя уверенность. И спустя 5 минут мне предложили руководить одной неправительственной организацией, которая находится в Пномпене. Итак, через 3 недели я оказался в Камбодже, и позже ко мне присоединилась Мари-Франс. Et alors, il va vivre ce même mouvement d'être envoyé. Бог послал его к самым бедным, чтобы помочь им жить лучше. De les aider à remonter à la surface, à vivre mieux. Это великолепное свидетельство. Может, нам следует адресовать это свидетельство тем, кто уже вышел на пенсию?
Это было полным сумасшествием. Дети шли по улице, я спросил их, где они работают, и они привели меня сюда. Это открытие стало для меня настоящим шоком. Сначала я испытывал негодование, потом потрясение. Когда ты видел такое, ты не можешь просто вернуться к себе домой и сказать себе, ну, с меня хватит. Нужно было тут же что-то предпринимать. Просто невыносимо видеть детей, которые едят там. Это повседневная борьба за выживание. То есть у тебя нет ничего на завтрашний день. Им в то время было 8-9 лет, а сейчас они отвечают за свои семьи здесь. Что же здесь происходило в то время? Для детей создавались лагеря, и они были в этих лагерях. Они учили жестокости и насилию. Их учили отвергать все ценности общества Камбоджи. А потом мы сказали себе, надо вывести их отсюда, и тогда естественным образом родилась идея дать этим детям школьное образование. В нашем центре мы также учимся восполнять проблемы в школьном образовании. Много детей старше 15 лет никогда не ходили в школу, и нужно спешить. Поэтому мы проходим более 2 годовых программ за 1 год, используя особую педагогическую методику. И для этого специально обучаем наших преподавателей. Дети просто необыкновенны. После всего, что они пережили, они знают цену в школе и любят ее. Они очень хорошо успевают. Это большое счастье для всех нас. В декабре 1997 года Тереза прибыла в Буаке. Здесь она познакомилась с обществом Святой Камилы. Это круто изменило мою жизнь, потому что Господь позволил мне увидеть то, что можно назвать чудом в будничной жизни. Итак, я познакомилась с центром через Григория. И вот, начиная с 90-го года, Григорий Ахонджобон, уроженец Бенина, будучи женатым и отцом 6 детей, отвечает на этот призыв Господа, идя навстречу тем людям, которых забыло наше общество, к тем, о ком говорят, что они безнадежны, что они не подлежат исцелению, душевно больным. Он принимает их и начинает жить с ними в этом центре в Буаке. 19 сентября 2002 года разразилась война в Кот-д'Ивуаре. Буаке, город в самом центре страны, стал зоной войны между правительственными силами и повстанцами. Число казней росло, население бежало из города. Тереза с 20 другими членами общины Шиман-Нов уезжает в Абиджан. В сети Международного экуменического братства, к сожалению, есть много и тех, кто все еще находится в зоне конфликта. Будь то Палестина, Израиль, Ливан или берег Слоновой Кости. И именно им мы посвящаем эти свидетельства надежды. Тереза Эозу, сестра из общины, врач по образованию, она жила в безопасности в Абиджане, но она решает вернуться в Буаке, в зону конфликта, чтобы послужить самым бедным, душевно больным. И вот именно через этих больных воссиял свет. То довольно трудное время я смогла выдержать в этой обстановке войны только благодаря душевно больным.
Даже когда на улице стреляли, я испытывала большое душевное спокойствие, находясь среди этих больных. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que la dotation de riz. И меня очень сильно тронул тот факт, что рис, предназначавшийся для больных, был отдан населению. Я видел убегающих людей, я знал, что в городе проблема с питанием. Когда я вернулся в центр, я позвал своих коллег и сказал: достаньте рис и раздайте его населению. Разумеется, первая реакция всех была: Григорий сошел с ума. Я сказал: не бойтесь, Бог заботится о своих бедных. Мы начали получать рис отовсюду. И вот пережили великое чудо. К нам пришла помощь со всего мира. Больные, которые готовили рис для населения, уже не справлялись одни. Тогда нам пришлось позвать матерей Буаки. Они были рады приходить к нам, чтобы служить, помогая кормить население. Меня поражало, что в этом центре работали в тесном сотрудничестве и большом единении душевнобольные и здоровые. С октября по март мы раздавали ежедневно более 100 тысяч обедов. Благодаря больным. Благодаря им мы могли выжить. Мы вас бросили, не обращали внимания. Это правда. Бог воспользовался больными, чтобы накормить людей. Эти люди по-настоящему донесли до меня Евангелие. Господь многому может нас научить посредством этих малых, этих отверженных и этих обделенных любовью. Бог избрал то, что мир считает безумным. Мако, что важно для тебя в ковчеге? Для меня важно то, что я живу. Кто для тебя Иисус? Иисус – это мой друг. Почему ты меня спрашиваешь об этом? Потому что мне тоже нужно его знать, понимаешь? Да. И поэтому мне нужно, чтобы ты говорил мне об этом Иисусе. Я прислушиваюсь во время мессы. Иисус для меня все. Я не могу отделить себя от Него. Часто наше общество бывает больше приспособлено для тех, кто имеет силу и власть, для преуспевающих, а другие чувствуют себя отвергнутыми. И так хорошо было бы посмотреть на путь Жана Ванье, основателя общины «Ковчег». Перед Жаном Ванье открывалась возможность сделать прекрасную карьеру философа или военного моряка, но он решил спуститься вниз для служения людям с ограниченными возможностями. И в этом тоже есть знак надежды для нас. Почему? Потому что и у нас есть слабости, которые мы хотим скрыть в глубине нашего существа. Например, наш грех или уязвимость. Путь к обращению заключается в том, чтобы признать присутствие Господа в глубине нашей слабости. И это для нас путь к спасению.
Я всегда говорю, что основа педагогики Ковчега в том, чтобы искренне говорить другому: «Я рад, что живу с тобою». Но постепенно обнаруживается, что для того, чтобы стать другом отверженному, ты нуждаешься в дружбе с Иисусом, и что Иисус пребывает в отверженном. Иисус пребывает также в моем сердце, в том отверженном, который во мне, потому что мне есть часть, которую я отвергаю. Вот, будучи в Ковчеге, очень быстро я обнаружил в себе все составляющие моего «я», которые боятся вступать в отношения с другими. И всегда тот же самый вопрос: как мне обрести уверенность в том, что именно самый убогий человек меня исцеляет? И именно тот, кого я отвергаю, это и есть тот, кто меня исцелит. И это открытие того, что враг должен стать другом. И это настолько противоречит всему, так противоречит всему тому, чему всех учат, что именно убогий может меня исцелить. Тот, кого я отвергаю, и есть тот, кто может меня исцелить. Мир может прийти только, если я умираю для самого себя. Нужно, чтобы пшеничное зерно умерло для того, чтобы оно смогло принести много плода. И что означает эта смерть для самого себя? Это смерть для своих непреодолимых желаний. Она означает, что мною больше не управляют страх, предрассудки, но меня направляет уверенность в том, что я Дитя Божье. Все в моей жизни есть подарок от Иисуса. Я действительно встретил Бога, Бога живого, Бога истинного. Я встретился с самим Богом. Это была встреча не благодаря словам других людей о Нем, но моей личной встрече с Ним, Богом невыразимым и непостижимым, Богом безмолвным и в то же время близким, Богом, который отдает себя в Троице. Я пережил опыт встречи с Богом. Святой Игнатий, святой апостол Павел и многие другие были призваны к блестящему будущему. Захваченные духом мира сего, они были способны людьми, хотевшими завоевать мир. Но произошло падение. Со святым Павлом это случилось в Дамаске, а для Игнатия Лаойля в Памплоне. И вот способный и умный человек, который хотел стать великим, становится маленьким и бедным. В 1528 он приезжает в Париж. Он ходит на занятия в колледже и живет в одной комнате с молодым студентом из Наварры, Франциском Ксавье. Самый трудный путь – это не путь подъема, а путь, который ведет вниз. И настает день, когда нам придется спуститься вниз в могилу, в сырую землю. И что же тогда останется от нас? Что пользы приобрести весь мир, если при этом потеряешь свою душу? Спускайся вниз, Франциск. Спускаться вниз? Это правда, я сам боюсь спускаться вниз. Это правда, я боюсь просить всего и боюсь опасности лишиться чего-то. Я боюсь, что меня будут переломаны ноги, боюсь умереть, боюсь потеряться. Я уже не знаю, на что я должен решиться. Подниматься, прыгать,
хромать, спускаться. Но где же я возьму силы для спуска? Франциск, есть некто, кто предшествует нам в самой глубине, кто прежде нас испытал самую глубину скорби, кто в самый низ бросил свое небо, а в пропасть нашел нищеты и страдания. Он бросил свое милосердие. Этим крестом Он жертвует нам все. Этим крестом Он притягивает нас отовсюду, вплоть до самых пределов земли, и соединяет небо и землю, восток и запад. Игнатий, от ваших слов мне хочется сломать вам и другую ногу тоже. Уже поздно. Хоть я и хромаю, я иду на вечернюю службу. Посредством этих духовных упражнений многие студенты внутренне изменились, и, объединившись благодаря личной дружбе каждого из них со Христом, они становятся первыми собратьями, окружающими Игнатия. И поэтому в Париже 15 августа 1534 года на холме Мурмантр они совместно решают полностью посвятить свою жизнь Богу, принося обеты бедности и целомудрия. Созерцая силу этих слов и этих образов, я могу быть подобен Фрюгеру, который поворачивается направо или налево и вечно колеблется между разными направлениями. Но есть только один истинный путь – это путь Христа. Итак, каким образом каждый из нас может следовать по Нему? Какое малое начинание я должен выбрать? Как спуститься вниз, чтобы подняться вместе со Христом? Как позволить Христу взять меня за руку и как мне следовать за Ним? В этих фрагментах из фильмов мы слышим те же слова ободрения, тот же призыв иметь смелость отправиться вслед за Иисусом, который идет навстречу другим, в особенности самым малым. Помолимся и за каждого из нас, чтобы иметь смелость ответить на призыв Христа сегодня и в течение 2007 года. Если мы молимся за каждого из нас, кто только что посмотрел этот фильм, то мы пребываем в общении посредством Духа Господа с братьями и сестрами, лиц которых мы не знаем, но которые молятся с нами в настоящий момент в 60 странах. Таким образом, наша сеть, этот невидимый монастырь, становится все более и более живой реальностью. Слово месяца взято из послания к филиппийцам, глава 2 и стихи 6 по 11. Иисус Христос по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человека родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и тем был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен. Błogosławi Pana, Niego chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych, święci i serca pokorne.